Всем привет, с вами снова Max Dice 7, и на этот раз у нас несколько интересующих нас новостей, которые я постараюсь быстро вам рассказать и объяснить. Итак, в этом месяце у нас исполнилось 5 лет Rollercoin, по этому случаю у нас есть небольшое празднование, но не такое, скажем так, интересное может быть, как в прошлых годах. Если в прошлом году каждому человеку давали там по 100 где-то, по-моему, 500 аж мощности, да, на разное время, то в этот раз нам говорят, что нужно, во-первых, они устраивают конкурс рефералов, да, и он будет постоянно. И, во-вторых, все наши подарки это, соответственно, автопати майнера за каждую неделю, при условии, что мы там победим что-то, да, мерч и какие-то именно RLT-шки. При этом на каждую неделю будет разная скидка на токены, которые недавно добавились в игру именно за RLT, то есть минус 50% в первую неделю будет на непосредственно Пепе, а минус 50% будет на Шибу, ну и соответственно минус 50% на Док на третью неделю, которая уже будет 05.06, 11.06. В первой же неделе нам говорят, что у нас еще также конкурс рефералов Roller Family, он всегда будет проходить в это время. А еще за первую неделю у нас мероприятие по случаю дня рождения. И здесь у нас именно праздник художественного конкурса, неделя биткоин-пиццы. То есть они предлагают вам нарисовать какой-то майнер, который, возможно, будет как-то ассоциироваться с тратой 10 тысяч биткоинов на 2 пиццы, Ласло Хайнцем и прочее. Соответственно, дальше у нас на второй неделе будет AMA Session, то есть это будет, наверное, спустя год с чем-то первая AMA сессия, где разработчики непосредственно выйдут как бы в эфир со своими хомяковыми аватарами и ответят на наши вопросы. А третье это будет викторина. Не зря я делал ролик о том, как зайти в Discord непосредственно в Rollercoin, потому что там, соответственно, в Дискорде и также еще в Твиттере будут проходить разные, так сказать, конкурсы, какие-то квиз-викторинки и прочее, за которые вы сможете получить награды. Вот так мы будем праздновать 5-летие Rollercoin со всем вот этим. Далее у нас идет информация о том, что волнует сейчас больше всех, и это, соответственно, у нас батарейки. То есть вышел последний дневник разработчиков, в котором они показывают, как будет выглядеть электричество. Итак, вкратце, для чего они вообще взяли электричество и для чего они его сделали? Для того, чтобы поощрять активных игроков, чтобы стало меньше людей, которые просто заходят раз в 5 дней, обновить энергию. Возможно, сейчас, благодаря новой системе, они либо вернутся в игру и станут активнее заходить в нее, а не только раз в 5 дней, либо же наоборот они полностью уйдут из игры, но тогда это будет означать, что общая мощность, во-первых, упадет, ну а даже если они все и продадут другим, то это будет просто означать, что эта мощность перешла кому-то другому. Тот, кто, так сказать, более достоин этого и заслуживает. Как же будут работать все-таки батарейки? В принципе, работа очень проста. Во-первых, они будут у нас стоить по 60 монеточек, если я не ошибаюсь. Вот у нас здесь показывают 60 монет за один батарейный кейс. Также их можно покупать сразу оптом по 5 и по 30. Соответственно, там есть небольшая скидочка такая. Так вот, каждая батарейка восстанавливает нам, соответственно, именно одну палочку. Вот у нас так здесь показано, да? И показывает, сколько времени осталось. Если же у вас упадет хотя бы одна палочка, это означает то, что вы теряете минус 20% от общей добычи, которая у вас есть по майнерам. И, скорее всего, что не только по майнерам. Хотя, все-таки я думаю, что исключительно по майнерам. И что мы имеем? Это значит то, что уже как минимум будет немножечко увеличиваться и уменьшаться постоянно доход, потому что, давайте объективно, одна палочка будет у всех перезаряжаться не то чтобы секунда в секунду. Да, они говорят о том, что вы можете не ждать, пока у вас там, допустим, вы ложитесь спать, и у вас осталось до выключения батарейки 30 минут. То есть вы можете взять и, зарядить заново батарейку на 24 часа последнюю, и, соответственно, вот эти 30 минут, они сгорают. В таком случае все окей. Но будут же случаи, когда, кто-то просто не успел обновить или еще что-то, и у него сразу 20% мощности сняло. То есть такую
скажем так, вероятность отметать не стоит, и она будет, поэтому чуть-чуть, не намного, но это все-таки снизит количество участвующих в майнинге мощностей. Также они пытаются таким образом, да, то есть они сделали не супер дешевую цену за один день, то есть это 60 непосредственно РСТ, при условии, что нам также требуется еще делать квесты на детали, на крафт и на прочее, а здесь получается как бы, что уже и вроде как не хватает РСТ, мол, мы поощряем активных игроков и у них все будет хорошо, при этом недельные награды были снижены. То есть сейчас за недельные награды в целом вы получите в разы меньше РСТ, чем было. И казалось бы, что может даже и не хватать сейчас на эти батарейки. Но да, их можно будет продавать на маркете, то есть при желании их можно купить где-то. И в принципе это, ну, самая такая основная цель, то есть поощрять активных игроков и как бы деморализовать тех, кто играет очень редко и очень, соответственно, мало. Также они связывают батарейки с тем, что раз у вас теперь будет выбор, на что тратить РСТ, также поднимутся и запчасти. По причине того, что, сами понимаете, запчасти тоже стоят РСТ, а, соответственно, если огромное количество РСТ сейчас начнет уходить на именно батарейки, то запчастей станет на именно маркете, ну и вообще в принципе в игре их станет меньше. И хорошая ли это новость, честно говоря, сказать очень трудно, потому что нужно сидеть и на самом деле проверять, насколько free-to-play стандартному игроку, который делает по 75 игр в день и делает условно все квесты, которые ему доступны, за исключением каких-то там таскволов и чего-то подобного, насколько ему будет просто зарабатывать каждый день на целую батарейку, а также еще плюсом сверху на какие-то детали для крафта, чтобы делать недельные квесты. В целом, обновление это, ну, оно принесет хотя бы что-то более свежее в Rollercoin. Действительно, это будет, ну, немножко интересно, будет забавно наблюдать за ростом и изменением цены. Но, тем не менее, я бы не сказал, что это что-то, что замедлит очень сильно рост общей мощности. А это то, что волнует огромное количество людей за последнее время. Если вы не заметили, то общая мощность выросла на просто какие-то огромные значения. И проблема в том, что она продолжит расти, ведь разработчики Rollercoin так и не смогли отказаться от своей идеи, которая у них была еще в сентябре. В сентябре они сказали, что все новые майнера будут выходить без процента. А, соответственно, старые, да, они уже у нас останутся с процентом. И, мол, не будут там выходить новых каких-то майнеров сразу с процентами. В итоге это оказалось неправдой, потому что вышло огромное количество майнеров с процентами изначально, вышло огромное количество майнеров, да и обновления, которые повысили проценты у крафтовых майнеров просто на нереальные какие-то параметры, и именно от этого мы сейчас имеем то, что у нас в непосредственно лидерборде есть люди, которые имеют вот по 28 яш, по 14 яш, и у них, скажем так, 600-700%. Получается, что ты его, в принципе, никогда не догонишь. Ну, то есть тебе нужно вкинуть настолько огромную сумму денег, чтобы его догнать, что это просто не имеет смысла, потому что ты ее не отобьешь. И именно это волнует, ну, наверное, большинство людей, которые сейчас играют в Rollercoin. Именно растущая, бесконечно растущая мощность. А, соответственно, повышать блоки они как бы пока что не собираются. Хотя, ну, сами понимаете, что не то, чтобы это было бы очень сложно сделать. Также у нас еще есть Мотоганг клуб. Соответственно, это полностью все вот эти вот тут. Ой, забыл крабика забрать давным-давно. Это полностью все вот эти мотоциклы, 9 штук. Их в идеале, конечно же, все скрафтить, потому что потом, возможно, они будут участвовать в каком-то крутом крафте. Также еще сердечки нужно собрать. То есть в каждом ивенте, вот непосредственно в наградах, у нас там находится какой-то такой, как бы это сказать, сердечник, что ли, ну или двигатель, что-то типа того. И вот уже он непосредственно тоже, скорее всего, что будет участвовать в крафте.
И ко всему этому я сейчас еще могу сказать о том, что мне дали новые 300 РЛТ для розыгрыша. То есть такой же розыгрыш, как и в прошлый раз был. Тоже попрошу вас, наверное, написать комментарий. В этот раз напишите в комментарии не слово розыгрыш, а, допустим, слово праздную день рождения. Празднуем день рождения. Вот пускай такое будет длинная вот прям надпись после вашего комментария какого-то до этого. И, следовательно, что мы имеем на данный момент? С прошлого розыгрыша мне отписало 8 человек из 10, все они получили свои 10 РЛТ. В этот раз разыгрываться будет 300 РЛТ. И помимо этого, также есть сейчас акция именно для ютуберов и контент-креаторов, что каждый человек, который поделится этим видео в какой-то соцсети непосредственно, где больше 5000 участников, то есть там есть сейчас такая вот конкурс, да, то есть что вам нужно сделать? Я оставлю Google форму непосредственно под видео, и в этой Google форме я укажу, не я укажу, а вы должны указать, когда вы посмотрите ролик, вы его просто ретвитаете куда-то, это может быть Twitter в группе какой-то, еще какой-то Telegram группа на 5000 человек и больше. И после того, как вы это сделали, вы берете ссылку на свой этот комментарий, куда вы это сделали, то есть Twitter, Discord, без разницы. И эту ссылку вы вставите в Google ссылку с вашим линк-профилем и выберете ютубера, которого ролик вы делали. Может быть, звучит заморочено, но, честно скажу, нам пообещали, что это будет выглядеть так. За каждую такую ссылку люди получат по 1 РЛТ. То есть 100 РЛТ доступно, и 100 человек, которые сделают то, что я сейчас сказал, то есть просто ретвитнуть в какую-то популярную группу или там линкануть и указать информацию в Google форме, каждый из вас потом, по окончании, когда роллер подсчитает, получит по 1 РЛТ. И теперь уже розыгрыш, который чисто от меня, благодаря моим подписчикам, за то, что вы, скажем так, много донатили. То есть в Rollercoin каждый месяц есть такая фишка, что у каких ютуберов больше люди донатили, те выигрывают для раздачи определенный, скажем так, бюджет. В этот раз как-то много задоначено было в прошлом месяце, поэтому на этот месяц у меня бюджет вышел 300 РЛТ. И я их разыграю точно так же, как я и сказал, по комментарию. Празднуем днем рождения. Не путайте, по 1 РЛТ за ссылку. Если, одну, соответственно, да, то есть не думайте, что вы один можете все 100 РЛТ забрать. По 1 РЛТ за ссылку это конкурс от самого, скажем так, Rollercoin, а 300 это уже как бы от меня, от заслуг моих рефералов, которые много вносили средств в Rollercoin, да, то есть много донатили. Соответственно, для того, чтобы получить 1 РЛТ на ваш аккаунт, вам требуется зайти в Google форму под непосредственно этим видео, она будет в описании и, скорее всего, в закрепленном комментарии. И скинуть туда свою ссылку на Rollercoin. Также напоминаю то, что ссылка на Rollercoin всегда берется вот здесь. То есть нигде там не реферальные, не копипаст вашего профиля. Вот здесь share, копит, и тогда уже, соответственно, вставляете. А для того, чтобы участвовать в моем конкурсе, достаточно просто написать какой-то комментарий с припиской «Празднуем день рождения», и будет разыгрываться, внимание, 300 РЛТ. На данный момент я еще не делал опрос в своей группе, как их разделить, но я могу максимально использовать эти РЛТ на 15 человек. То есть максимальное число, на которое я могу их разделить, это 15. Следовательно, если будет 300 деленное на 15, мы получим по 20 РЛТ каждому. Если же победит какой-то другой вариант, допустим, там 150, 50 там и там еще какие-то, да, 50-50, то, соответственно, победит такой вариант. Я разыграю это так, как решит голосование в моей непосредственно группе. Итак, батарейки мы разобрали, день рождения мы разобрали. То, как получить награду от меня в конкурсе, мы разобрали. То, как получить 1 РЛТ соответственно, от самого Rollercoin, за ретвит или линк, мы разобрали. Это значит, что с вами был MaxDay7. Надеюсь, ролик был не сильно длинным и информативным. Всем спасибо. Еще услышимся.